Московский институт стали и сплавов. Здесь разработан новый метод прокатки металлов с высоким обжатием. Перед вами опытно-промышленный стан радиально-сдвиговой прокатки сортового металла. Вы видите, как нагретая заготовка диаметром 130 мм всего за один проход прокатывается в пруток диаметром 40 мм. Возможность получить такое высокое обжатие – одно из преимуществ нового метода. При этом относительное уменьшение площади поперечного сечения составило 90%, а длина заготовки возросла более чем в 10 раз. И это не предел. Освоен процесс прокатки с 30-кратной вытяжкой. По новой технологии можно успешно деформировать наряду с круглыми также и квадратные заготовки. А в целом, одна клеть радиально-сдвиговой прокатки совершает такую же работу, как 10 клетей продольной прокатки. В чем сущность нового метода? При радиально-сдвиговой прокатке нагретая заготовка, проходя очаг деформации, совершает вращательное и поступательное движение. Очаг деформации образуют 3 рабочих волка, расположенных вокруг оси прокатки через 120 градусов. Они вращаются в одном направлении. Если оси волков и заготовки параллельны, угол подачи равен нулю. В этом случае поступательное движение полностью отсутствует. Для того, чтобы сообщить его заготовке, необходимо повернуть каждый из волков на угол подачи, который должен быть большим, ибо радиально-сдвиговая прокатка реализуется только при углах подачи 18-30 градусов. Это нужно еще и потому, что при малых углах подачи зона интенсивной сдвиговой деформации локализуется у поверхности раската. С увеличением угла подачи зоны эти развиваются к центру прутка. И лишь когда угол подачи достигает величины 18-30 градусов, все сечение прутка охватывается интенсивными сдвиговыми деформациями. Поэтому новый процесс прокатки в условиях интенсивных сдвиговых деформаций получил название радиально-сдвиговая прокатка. Новый метод осуществляется на специальных прокатных станах, разработанных в содружестве с производственным объединением «Электросталь-Тяжмаш». Главная часть стана – рабочая клеть. Она состоит из станины и крышки. В клете расположены 3 цилиндрических барабана. В каждом из них имеются росточки для установки технологического инструмента рабочих волков. Двухопорная конструкция рабочих волков обеспечивает высокую жесткость всего волкового узла. Волки радиально-сдвиговой прокатки имеют специальную калибровку, включающую 3 участка – входной, обжимной и калибрующий. На пологом входном участке создается необходимый запас сил трения. На крутом обжимном участке происходит основная деформация при максимальных единичных обжатиях. На калибрующем участке формируется профиль проката. Чтобы изменить угол подачи, производится поворот барабанов. Для перехода с одного размера на другой приводится в движение барабаны, которые, перемещаясь вместе с волками в радиальном направлении, изменяют калибр. Простота и скорость перестройки стана позволяют на одном комплекте получать сортовой прокат любого размера широкого марочного сортамента. Радиально-сдвиговой прокатке успешно подвергаются все без исключения деформируемые металлические материалы в компактном, порошковом, биметаллическом исполнении и даже белый чугун.
стан радиально-сдвиговой прокатки может использоваться на различных этапах прокатного передела. Для производства готового проката, в производстве заготовок для получения полых изделий и труб, а также в сочетании с клетями продольной прокатки при получении сортового металла любого профиля. Метод радиально-сдвиговой прокатки получил поддержку у широкого круга ведущих ученых и специалистов нашей страны. Положительно оценил новую технологию президент Академии наук Союза СССР, академик Александров. Радиально-сдвиговая прокатка активно внедряется в промышленность. Перед вами универсальный двухклетевой прокатный стан нового типа. На нем можно производить два различных вида металлопродукции из титановых сплавов. Первый — горячекатанные трубы. В 1975 году по предложению ученых Московского института стали и сплавов была осуществлена личная модернизация агрегата. И с тех пор для перехода на другой вид продукции достаточно провести замену технологического инструмента, чтобы на этом же агрегате получать не только трубы, но и новый вид продукции — круглый сортовой прокат. Способность агрегата к быстрой переналадке, высокая производительность и полная автоматизация технологического процесса обеспечивают максимальную эффективность производства. По сравнению с аналогичным по сортаменту станом продольной прокатки, универсальный агрегат обеспечил сокращение численности рабочих в 3 раза, уменьшение расхода волков в 3,5 раза, повышение выхода годного за счет снижения брака и повышения точности проката на 7%. За 10 лет промышленной эксплуатации универсальный агрегат окупился 6 раз. Технология и оборудование станов радиально-сдвиговой прокатки — эффективные средства реконструкции и технического перевооружения сортопрокатного производства.